Считаешь себя всесторонне развитым человеком, но так ли это на самом деле? Чтобы проверить уровень своих знаний и развития, то надо ответить на все наши вопросы без ошибок. Готовы? Тогда поехали. Чем профессионально занимается грумер? Грумер – это профессионал, который выполняет все уходовые процедуры с животными. Само слово «грумер» произошло от английского groom, что значит ухаживать, чистить лошадь. Это приводит к мысли, что изначально профессия была ориентирована только на лошадей. Лишь с течением времени грумеры стали работать с разными животными. Как с японского переводится название летчиков-смертников камикадзе? Термин камикадзе состоит из двух японских слов: ками – бог, кадзе – ветер. Следовательно, на русский язык камикадзе переводится как божественный ветер. Так в период Второй мировой войны называли пилотов-смертников, наводивших страх на корабли противника. Сами японцы называли такие подразделения специальными ударными отрядами. Правда ли, что в Китае убийство панды карается смертной казнью? В Китае к пандам относятся как к священным животным. В древние времена китайские императоры дарили бамбуковых медведей правителям других стран в знак особого расположения. Сейчас в естественных условиях проживает меньше 2000 бамбуковых медведей. За убийство редкого животного в Китае предусматривается суровое наказание от 10 лет тюрьмы до смертной казни. Какой цвет преобладает на многих картинах Ван Гога? Искусствоведы не раз обращали внимание на тягу Ван Гога к желтому цвету и различным его оттенкам. Есть мнение, что все дело в ксантопсии. Это разновидность нарушения цветового зрения, когда человек видит предметы в желтом цвете. Причиной его появления могло стать употребление сильных лекарств, а также абсента. А возможно, Ван Гог просто видел окружающий мир в ярких солнечных красках и именно так стремился изобразить его на картинах, передав всю красоту и колорит. Какой именно штат США называют штат одинокой звезды? Самое известное прозвище Техаса – The Lone Star State, штат одинокой звезды. Прозвище связано с флагом Техаса, на котором изображена одна звезда. Для Техаса это очень важная деталь, так как изначально он входил в мексиканский штат Коахуила и Техас. У этого штата было две звезды. После войны за независимость от Мексики Техасская республика гордо установила на флаге одну звезду. Крупнейшее современное земноводное – это самое крупное земноводное на сегодняшний день – гигантская саламандра. Обитают эти огромные создания в восточной части Китая и на островах Японии. Она может достигать 1,8 метра в длину и весить при этом до 60 килограмм. Проводят большую часть времени в воде. Питаются они рыбой, крабами и другими водными животными. Сколько весит взрослый воробей? – 20–35 грамм. Именно столько составляет вес взрослой особи. Хотя воробей состоит в отряде воробьинообразных, в этот отряд входит помимо него еще около 5000 видов птиц.
Самой крупной птицей в отряде является ворон, масса которого около 1,5 килограмма, самой маленькой – королек, весом всего около 10 граммов. По всему земному шару живет около 1 миллиарда особей. Это примерно по одному воробушку на каждые 8 человек. В честь кого или чего был назван цветок пион? Своим латинским названием он обязан богу-целителю Пиану, излечивавшему богов и людей от ран, полученных в сражениях. В прошлом греки считали пионы способными излечивать до нескольких десятков болезней, поэтому для этих цветов обязательно выделяли место в саду любого монастыря. Пионы используют в медицине для приготовления успокоительных настоек. Вплоть до начала XIX века пионы вообще использовали только как лекарственные растения. Чем в Древней Греции заменяли ложки? Древние греки не использовали ни вилки, ни ножи, ложкой пользовались лишь для жидких блюд и соусов, но ее часто заменяли коркой хлеба. Почти все ели пальцами. Греки также не использовали скатерти и салфетки, руки вытирали мякишем хлеба или особым тестом, которое скатывали в шарики между пальцами. С помощью какого животного получают самый редкий и дорогой вид кофе? Элитный сорт кофе, лавок, получил наименование от зверька, родом из Южной Азии, благодаря которому и стало возможным происхождение продукта. Животные поедают отборные спелые ягоды, в желудках они освобождаются от мякоти, ферментируются. Непереваренные зерна выходят из организма мусангов естественным путем вместе с экскрементами. Мускус, выделяемый желудком, придает продукту особый вкус и аромат, а удаление оболочки и расщепление масел уменьшает горечь, делает вкус не таким резким. Сколько мышц использует человек, когда смеется? Ученые установили, что в смехе принимают участие 15 мышц лица, большинство из них парные. Смех начинается с улыбки, для чего растягиваются два больших скуловых мускула. Затем вступают в действие остальные пары, некоторые сокращаются, другие расслабляются. Участвуют мышцы гортани, шеи, груди, живота, спины, а при сильном смехе и мышцы конечностей, причем некоторые из них расслабляются. Свой вклад вносят даже мышцы зрачков, зрачки расширяются. При сильном смехе сокращаются и мышцы слезных желез, выдавливая слезы. Что такое цундаку? Термин цундаку пришел из Японии. Так там называют практику покупки книг, которым потом не суждено быть прочитанными. Цундаку не имеет ничего общего с собиранием и систематизацией книг по каким-то определенным темам или по авторам. Именно это подразумевает под собой коллекционирование. В данном случае отложенные в стопку книги являются своего рода мотивацией, ведь мы покупаем их совсем не для того, чтобы они красиво смотрелись на полке или в книжном шкафу, а для того, чтобы когда-нибудь их прочитать. Что такое мерехлюндия? Придумал такое название великий русский писатель, обладающий тонким и невероятным чувством юмора Антон Павлович Чехов. Мерехлюндия обозначает тоскливое, грустное настроение, меланхолию или хандру. Такое состояние, когда ничего не хочется делать, просто лежать и грустить. В этот момент
Просто невозможно заставить себя собраться с силами. В общем, полное уныние. Это слово встречается во многих произведениях писателя. Надеюсь, вы хорошо провели время и узнали много нового. Пишите свои результаты в комментариях. До новых встреч!